Всем привет! Я знаю, как иногда хочется сделать какую-то вышивку в подарок, но часто это трудоемкий процесс, длительный, и не всегда хватает на него времени. Поэтому я хочу предложить вам вот такой вариант вышивки, который выполняется очень просто, получается у всех, здесь все очень легко и вышивается максимально быстро. Посмотрите, что получается в итоге. Здесь используется такой объемный стежок. В данном случае я его выполняла в том числе с помощью металлика, и он очень объемный. При этом выполнять такой стежок легко, несмотря на металлик, и он получается ровненький. Оформила я вот в такую елочку эту игрушку, как дополнение, может быть, к какому-то подарку. Также такая же елочка на мешочке. И с помощью такого же стежка я выполнила вот такие замечательные конфетки, которыми можно украсить тоже любой подарочек. Чем замечательны эти вышивки? Тем, что их можно выполнять на любой основе. Это не обязательно должна быть какая-то специальная ткань для вышивки. То есть вы можете оформить так уже какой-то готовый мешочек, вышить на одежде или использовать их как-то еще. И давайте приступим. Начинаем с рисунка. Вы можете от руки нарисовать какое-то изображение, либо воспользоваться шаблоном. Шаблон этой елки я оставлю под видео, его можно скачать. Я перевожу специальным маркером. Можно сделать тонкую линию карандашом. Мой маркер исчезающий. Он исчезнет через несколько часов. Приступаем к вышивке. Я беру нитку DMC 3818, зеленая, и начинаю сверху. Для этого этапа берем острую иголку, чтобы линия получалась более плавная. Выполняем шов назад иголку. Длина стежков примерно 4-5 мм. Стараемся придерживаться точно нарисованной линии. Для этого берем острую иголку. Я вышиваю в 2 нити. Следите за тем, чтобы каждый стежок возвращался в точку предыдущего.
Самую долгую и неинтересную часть работы мы завершили. Теперь берем металлик. У меня это DMC E699 зеленого цвета. Пасма металлика состоит из 12 ниточек. Легко делится на 6, но каждая из этих 6 состоит из 2 тоненьких ниточек. Берем 2 из этих 6, вдеваем в иголку и соединяем кончики вместе. У нас получается довольно толстенькая ниточка из металлика. Здесь получается 4 вот этих толстеньких ниточек, из которых каждую можно разделить на 2 при желании. Теперь выводим нить с металликом в самое начало нашей линии. И начинаем за каждый стежок обвивать наш бэкстич. В данном случае берем иголку с тупым концом. Подтягиваем все ниточки, чтобы они у нас сразу были ровненькие. Иголку всегда вводим с одной и той же стороны. То есть наш металлик, он как бы обвивает каждый стежок. Наша линия меняет направление, мы следуем за ней. Подтягиваем нить после каждого стежка. Вся работа металликом выполняется с лицевой стороны, наизнанку мы нить не выводим. Нить подтягивайте, но не затягивайте слишком сильно, чтобы линии сохранялись плавными. Если нить заканчивается, то выводим ее наизнанку в следующей точке между стежками. Закрепляем и берем следующую. Теперь можно приступать к украшению. Украшать я буду металликом, вот таким, Е3821. Беру из пасмы одну сдвоенную ниточку и я буду делать ей звездочки. Самую большую верхнюю сделали, теперь добавляем звездочки в произвольном порядке.
Теперь я добавлю бисер. Красный и золотой. Бисер я пришиваю мононитью. Елочка готова. Теперь сделаем конфетки-леденцы. Рисуем леденцы. Берем пасму белого мулине и отделяем 3 ниточки. Вставляем в иголку и соединяем концы вместе. Вышиваем бэк-стич. Получается, что вышивку выполняем 6 нитей. Здесь можно стежки делать чуть длиннее. Теперь берем нить красного или любого другого цвета, какой вам нравится, также в 6 нитей. Выводим иголку перед началом первого стежка. И так же, как мы делали с елкой, обвиваем бэк-стич, который выполнен белым цветом. Выводим иголку наизнанку в конце последнего стежка. И сделаю также со второй конфеткой. Такие конфетки вышиваются и правда за 5 минут, и они украсят ваш подарок, сделают его более теплым, душевным, новогодним. Так что пробуйте, удачи вам! Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилось ли вам видео и какие видео в этой рубрике вы хотели бы видеть еще. Всего вам доброго, пока-пока!